Всем привет! Вопрос. Что будет, если взять Xiaomi Redmi Note 7, установить на него хороший мод Google камеры? Правильно, получится бюджетный Google Pixel. Не третьего, но что-то среднее между вторым и первым поколением. И заголовок этого видео не кликбейт, и дальше я это докажу. На данный момент времени моим основным устройством является вот этот замечательный Google Pixel 2. И если вы хоть чуть-чуть знакомы с миром электроники, то знаете, что смартфоны Google славятся своими фотовозможностями, а многие люди покупают эти смартфоны только ради камеры. И дело здесь по большей части не в хардверной составляющей, а в программной, потому что именно софт сегодня определяет, насколько хорошо фотографирует камера того или иного смартфона. У этого даже есть отдельный термин – Computational Photography. И Google в этом плане преуспели чуть ли не больше всех. И их флагманы до сих пор выходят всего с одним объективом, потому что софтверно здесь делаются портретные фотографии с широким углом, а в третьей версии так еще и фотографии с зумом 2х практически без потери качества можно делать. На канале есть 3 отдельных ролика про Google камеру, и если эта тема вам интересна, то ссылки на них я оставлю в описании под видео. Почти полгода назад я делал видео об установке Google камеры на смартфон Xiaomi Mi A1. Это довольно-таки сложный процесс, и поэтому многие из-за страха что-то сломать в телефоне его не проходили, и я их прекрасно понимаю. Но что касается Xiaomi Redmi Note 7, то здесь не нужно абсолютно никаких танцев с бубнами. Вы просто скачиваете хороший мод Google камеры, который я оставил у себя в телеграм-канале, и делаете правильные настройки. Ссылка на сообщение с установочным файлом и настройками будет в описании. Как видите, все очень просто, и на вашем Redmi будет приложение, которое делает из него просто монстра по мобильной фотографии за свои деньги. В этом видео, как вы уже догадались, мы сравним Redmi Note 7 и Google Pixel 2 и посмотрим на то, насколько бюджетник 2019 года с Google камерой подошел близко по качеству снимков к одной из лучших мобильных камер 2017-2018 годов. И еще раз повторяю для тех, кто уже пишет комментарии, зачем сравнивать телефоны за 13 и за 35 тысяч рублей. Это не прямое сравнение двух моделей. Это видео прежде всего о том, можно ли сегодня делать реально качественные и классные фотографии на смартфоны, цена которых не превышает 15 тысяч рублей. Лично меня результаты просто впечатлили, но обо всем по порядку. Я настоятельно рекомендую смотреть данный ролик при высокой яркости дисплея или близко к ней, чтобы лучше оценить качество полученных фотографий. Предлагаю начать с портретных фотографий. По детализации оба телефона равны, но если смотреть на баланс белого, то Pixel уходит в более теплые оттенки, а Redmi Note 7 в холодные. Это будет прослеживаться практически по всем примерам фотографий. Ну и вы, конечно, заметили, что эффект боке у Pixel выражен более заметнее, чем у Redmi Note 7, однако это можно исправить. Как это сделать, покажу далее. Друзья, в общей сложности я подготовил для вас более 80 примеров фото и видео в разных условиях освещения и режимах. По понятным причинам я не смогу их всех показать в этом видео, поэтому в описании ролика будут ссылки на альбомы Google фото для Redmi Note 7 и Google Pixel 2, где вы лично сможете ознакомиться с примерами более детальнее, все ссылки, как я уже сказал, в описании. Вот еще один пример портрета при хорошем солнечном освещении. Опять же, все супер, но по стандарту эффект боке на Redmi не такой выраженный. Для того, чтобы это исправить, мы идем в Google Фото, находим наше изображение, нажимаем на настройку фотографии. Чтобы быстро понять, нет ли у нас ошибок при вырезе объекта, можно перейти в режим выделения цветом. Как видим, все очень классно вырезано, кроме места между рукой и телом. Ну и ладно, в данном режиме это вообще не критично. Возвращаемся к оригиналу, переходим к детальной настройке, и снизу есть такой ползунок «Глубина». Мы здесь также можем настроить то, где должен быть фокус. Иногда это помогает подправить небольшие детали. Можем раскрыть ползунок глубины, здесь можно делать размытие как заднего, так и переднего фона, но в данном случае нам нужен только задний. Вот как фотография выглядит без эффекта боке, а вот как с ним. Но и регулируем до того момента, которого мы хотели бы достичь. Сжимаем палец на экране, чтобы посмотреть, как было и как стало. Если все нравится, то сохраняем. Все очень просто. Такое в Google Фото работает только со снимками, сделанных в Google камере. Портрет работает замечательно и в тени. Объекты вырезают отлично, детализация остается высокой, а также при откровенно плохом освещении. В общем, портреты на основную камеру получаются отменные. Разницы между Redmi Note 7 и Pixel 2 практически нет, разве что вечером у Pixel может быть чуть лучше детализация. Кроме портретов на основную камеру, их, конечно же, можно делать еще и на фронтальную камеру. Детально останавливаться на какой-то паре я не буду, просто посмотрите на результаты. Как днем, так и вечером все получается просто отлично, вырезает даже волосики на ушах. Иногда, конечно, бывают промахи, это уже чисто редкий сбой алгоритмов Google камеры.
А вот единственное различие, и вот это уже реально связано с качеством оптики на самих смартфонах. На Redmi Note 7 на заднем фоне случаются пересветы, но с самим объектом никаких проблем нет. В помещениях фотографии получаются, я бы сказал, практически идентичными с Google Pixel 2. Если вы любитель селфи, то вам обязательно нужно иметь смартфон с Google камерой, хотя бы тот же Redmi Note 7. Он вас точно не разочарует в этом плане. Моя личная печаль, к величайшему сожалению, нельзя делать портреты животных. Он отказывается их как-то распознавать, если они одни. Но если в камере есть человек, то все нормально. Почему это так происходит, непонятно, какой-то баг. То же самое и с предметами, не только с животными. Переходим к обычным фотографиям на основной модуль. При хорошем освещении разница опять же минимальна, при статичных кадрах я бы сказал ее практически нет. Если объект находится в движении, то результаты естественно лучше у Pixel 2. Но блин, ребята, машину в движении не каждый смартфон до 20 тысяч рублей сможет сфотографировать, особенно чтобы были видны ее номера. Понятное дело, что в динамичных сценах на Pixel вы сможете сделать условно 10-12 фотографий за 3 секунды, а на Redmi Note 7 максимум 2-3. И это зависит от начинки смартфона, а особенно от процессора. Но производительности в 90% случаях Redmi Note 7 вам будет хватать. Но он и не стоит 30-35 тысяч рублей. А свою модель я вообще купил по распродаже за 11 тысяч рублей. Так что грех жаловаться. Обычные фотографии на фронталку получаются отличными. Портретные снимки делаются на их основе, а как мы уже выяснили, они получаются плюс-минус одинаковыми. Так что переходим к фотографиям при недостаточном освещении, там же затронем и Night Sight. Начнем с данного примера. Здесь очень явно видно, насколько сильно Pixel может ошибиться с балансом белого, и это по моей практике происходит довольно-таки часто. У Redmi Note 7 получилось передать именно то, что я видел глазами. Если смотреть на детализацию, то, конечно, Pixel здесь будет намного круче, все-таки оптическая стабилизация играет здесь очень большую роль. А вот такой результат в режиме Night Sight при съемке с рук. Тут Pixel, конечно, уже отрывает голову Redmi, опять же, оптическая стабилизация здесь очень важна, у Redmi Note 7 ее нет. Я бы даже сказал, что при съемке с рук Night Sight будет проигрывать обычному режиму на Redmi Note 7, как повезет на самом деле. Вот очень хороший пример, когда Night Sight на Redmi Note 7 реально тащит. Пример на обычном режиме, а вот Night Sight. Чисто визуально такая картинка намного приятнее глазу, хотя в реальности было очень темно, как вы видели на основном режиме. Но вас никто не заставляет использовать Night Sight каждый раз. Это ситуативный режим, все зависит от ваших целей и желаний, какую картинку вы хотели бы получить. А вот пример, если снимать не с рук, а с поручней, либо со штатива, в общем, чтобы телефон был практически неподвижен. Итак, вот пример в обычном режиме, а вот Night Sight. В результате Pixel выдал какую-то нереальнейшую картинку, я когда ее сделал вообще офигел на самом деле. У Redmi качество улучшилось, но не так сильно. В общем, если света очень мало, то Night Sight на Redmi заходит достаточно хорошо, как в данном случае. А при таких условиях освещения можно сфотографировать и на основной режим, будет не сильно хуже. Также Night Sight работает и на фронтальной камере. Шедевров вы, конечно, не получите, но ситуации бывают разные, иногда это может пригодиться. В общем, как я уже говорил, все по вашему желанию. А вот обычный снимок ночью. Как обычно, у Redmi чуть лучше с балансом белого, в остальном в принципе схоже. Но как вы можете видеть, никто не смог захватить движущиеся объекты, до этого мобильным фотографиям еще расти и расти. Ну а мы переходим к видео. Тестируем видеосъемку на основную камеру. На Pixel 2 у нас включена электронная стабилизация плюс оптическая, а на Redmi Note 7 у нас работает только электронная стабилизация. Но вот я сейчас иду, снимаю, на экране у меня картинка плавнее на Redmi Note 7, но посмотрим, как будет выглядеть в финальном результате. Давайте сейчас пробежимся и посмотрим, как это все у нас работает при беге. Вот так. Как у нас работает автофокус, достаточно шустро, как на Redmi Note 7, ну и на Pixel, естественно. Можете заценить качество, давайте против солнца. Ну и опять же зацените микрофон, потому что сейчас едут рядом машины и шума много. Смотрим, где лучше справляется микрофон. Съемка на фронталку, заценим как раз таки стабилизацию. Опять же на Xiaomi Redmi Note 7 у меня картинка намного плавнее. Вот на Pixel, конечно, не знаю, работает не там электронная стабилизация, потому что на фронталку себя снимаю не часто. Но какую проблему я заметил еще в старых обзорах камеры на Redmi Note 7, то что она желеет. Вот сейчас я двигаю лицом и посмотрим, видите, мое лицо сужается, я даже это вижу при съемке. То есть электронная стабилизация, вот такой минус. Если у нас съемка какая-то динамическая, то она может делать артефакты, какие-то неправильные формы объектов и тому подобное.
Запись примера видео в условиях недостаточного освещения. Сейчас у нас работает на Pixel 2 оптическая электронная стабилизация, на Redmi Note 7 только электронная. По вечерам электронная стабилизация может портить картинку, создавать артефакты, смазы, желе, но если вам это не нравится, то вы можете это отключить в настройках, то есть все это контролируется. Давайте сравним, как работает автофокус. Автофокус у нас работает корректно. Также можем посмотреть на баланс белого на примере собаки. Можете написать в комментариях, какая картинка вам нравится больше. Обычно Pixel 2 по фоточасти все-таки достаточно часто ошибается в плане баланса белого. Вот, на Redmi Note 7 мне результаты нравятся больше. Но какая проблема сейчас я заметил у Redmi Note 7 при записи видео, так это то, что у него как-то некорректно работает автофокус. Даже перед записью он его постоянно пытался словить, не мог поймать. И даже вот я сейчас смотрю на картинки, башня, она как будто бы вообще желейная. На Pixel 2 она все-таки намного четче. И даже если смотреть на здание, то как-то, вот он сейчас, видите, пытается словить фокус. Как-то ему сложно все-таки. Ну, давайте пробежимся, посмотрим, как у нас смазы происходит. А теперь предлагаю заценить макроснимки. Меня спросили в одном из видео в комментариях, а как же делаются макроснимки, есть ли какой-то особый режим в камере? Ничего нет, вы просто делаете снимки с близкого расстояния от объекта. Все просто. Как видите, результаты на Redmi Note 7 вполне сопоставимы с Google Pixel 2. Днем разницы вообще нет. Вечером снова разница в балансе белого, как вы могли догадаться. Небольшим недостатком Redmi Note 7 является то, что слишком мелкие объекты ему все-таки не под силу. Как я ни старался, но я так и не смог поймать веточку в данном примере. Что касается панорам, то лично мне не нравится, как Google камера делает панорамы, будь то Pixel либо Redmi Note 7. При коротких и средних дистанциях, как на этом примере, получается еще более-менее, а вот на длинных получается так себе. Сейчас панорама делается непрерывным движением, ну а раньше это было по кадрам. Лично мне так нравилось намного больше. Напоминаю, что все снимки, которые я демонстрировал на видео, а также множество других примеров, вы сможете посмотреть в альбомах Google Фото по ссылкам в описании. В общем, друзья, какой можно сделать итог? Если вы хотите делать реально хорошие фотографии на мобильный телефон, но у вас, к сожалению, ограниченный бюджет, то я реально могу рекомендовать Redmi Note 7. Если вы, конечно, установите на него Google камеру. Как я говорил в начале, ссылка на сообщение в моем телеграм-канале на установочный файл и настройки будут в описании. Ну а если вы только собираетесь покупать Redmi Note 7, то вон там в описании под видео я оставлю ссылочку на него на Яндекс.Маркете, где вы сможете купить этот смартфон по лучшей цене в интернет-магазинах России. Единственное, что могу рекомендовать, это брать версию с 4 гигабайтами оперативной памяти, потому что 3 гига сегодня, как показала практика, ну реально недостаточно. Можете посмотреть спид-тест в всплывающем окне справа сверху. Огромным плюсом Redmi, кстати, является его батарейка на 4000 мАч по сравнению с моим Google Pixel 2, у которого всего 2700 мАч. И с ним мне реально не хватает батареи, приходится брать с собой пауэрбанк. С этим же смартфоном вы можете забыть о пауэрбанке, на день вам его точно хватит. Постарался сделать реально обширный и детальный тест Google камеры на Redmi Note 7. Если он вам понравился, то не забудьте поставить палец вверх, мне будет очень приятно, а также вы поможете в продвижении этого видеоролика на YouTube. Скоро выйдет обзор всех фишек MIUI, которых нет на чистом Android, а за ним уже выйдет полный обзор Redmi Note 7. Так что, если вам это интересно, то подписывайтесь на канал. Ну и как обычно, увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.